Что-то меня последнее время прям прибило по итальянским десертам. Это потому что очень просто и очень вкусно. Вот в прошлый раз мы готовили классический итальянский савоярди, потом готовили классический тирамису, а сегодня я вам предлагаю приготовить шоколадную версию савоярди. Это будет очень вкусно. Так что готовим. Отделяем желтки от белков. Лучше это делать в отдельную емкость, а потом белки переливать. Иначе очень обидно, когда на 4-м яйце желток попадает в белок. И все приходится начинать сначала. Добавляем к желткам сахар. Перемешиваем и начинаем взбивать. До тех пор, пока масса не станет однородной, кремового цвета. Отставляем пока желтки в сторону и начинаем взбивать белки. Когда появится пена, добавляем сахар. И теперь уже продолжаем взбивать до устойчивых пиков. Вот такие белки получились. Перекладываем взбитые белки к желткам. И аккуратными, но, как я говорю, уверенными движениями сверху вниз перемешиваем до тех пор, пока не получится однородная масса. Теперь в отдельную чашу всыпаем муку, картофельный крахмал, какао-порошок. И хорошенько перемешиваем, стараясь разбить все комочки. Теперь просеиваем эту смесь к яйцам. И опять-таки круговыми движениями сверху вниз аккуратно перемешиваем тесто. Получается тесто вот такой консистенции. Теперь для удобства в стакан устанавливаем кулинарный мешок и перекладываем туда наше тесто. Отрезаем кончик и заполняем формы. Вначале заполняем вот эту форму. Вы знаете, пока она мне очень нравится. Какая-то она прям уютная. А теперь заполняем вот эти вот большие. Мне кажется, они как-то вот все-таки большеваты для печенья. Но посмотрим, что будет в итоге. Как видите, формы заполнять очень просто. Теперь в сахарную пудру добавляем кукурузный крахмал, смешиваем эти ингредиенты, перекладываем в ситечко и щедро посыпаем наши будущие савоярди. То же делаем со второй формой. Отправляем подготовленное печенье в духовку, разогретую до 200 градусов, нагрев вверх-вниз, и запекаем в течение 10 минут. Через 10 минут извлекаем формы с печеньем из духовки и даем им полностью остыть. Ну а затем их вытаскиваем. Слушайте, ну вот из этой формы очень плохо доставать савоярди. Корочка, которая сверху, она ломается, и савоярди уже не имеют такого симпатичного вида. Так что эту форму я категорически не рекомендую. Смотрим, как у нас достаются печеньки из второй формы. Здесь более мягкий силикон, и печенья достаются замечательно. Они невесомые, они прекрасные, ну и запах, конечно, великолепный. Печенюшки готовы? Больших печений у меня получилось 18 штук. Смотрим, что у нас получилось. Нежный мякиш есть, хрустящая корочка есть, резкости нет. Сейчас сделаем резкость. Вот так они выглядят внутри. Шоколадные савоярди получаются очень вкусные. Кстати, по размеру эти савоярди для меня идеальны, потому что я приготовил из них торт тирамису. Мне понадобилось для торта ровно 16 савоярди. Они идеально заполнили форму 25 на 18 и глубиной 5 сантиметров. Вот такой красивый тирамису получается из шоколадного савоярди. Если вам интересно, как готовить тирамису, то ссылочка на рецепт приготовления этого великолепного торта будет в описании и в конце ролика. Давайте попробуем. Вот такая. Ох, это великолепно! Шоколадные савоярди – это просто объедение. Мне они нравятся гораздо больше, чем классические. Хотя классические тоже, конечно, классные. А вот, друзья, тирамису из шоколадного савоярди мне напомнил детство. Помните? Ну, кто помнит, Советский Союз, и там были торты «Ночка».
Вот вкус такой же. Обязательно приготовьте. Это так вкусно, что можно голову отъесть, я вам точно говорю. Все, ребят, готовьте и радуйте своих родных и близких. Ну а я пока с вами прощаюсь. До нового вкусного рецепта. Пока! Борг.